Вы на канале «Это вкусно». Ищите оригинальную закуску для новогоднего стола? Тогда вам точно нужно попробовать заливное из курицы. В этом видео я покажу, как приготовить это блюдо, чтобы оно получилось вкусным и красивым, как в лучших ресторанах. Список всех ингредиентов вы найдете в конце видео, а я начну готовить. Для приготовления я взяла крылышки, голени и бедра. Хорошенько их промыла, перекладываю все в кастрюлю и заливаю водой. Первую воду я обязательно сливаю, поэтому ее количество не важно. Главное, чтобы она покрыла курицу. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Как только вода начинает закипать и на ее поверхности образуется пена, снимаю кастрюлю с плиты, воду сливаю, а курицу хорошо промываю. Промытую курицу возвращаю назад в чистую кастрюлю и заливаю водой. Добавляю луковицу, морковь и черешок сельдерея. Можно использовать и корень сельдерея. На средней мощности плиты довожу до кипения и время от времени собираю пену. Затем можно накрыть кастрюлю крышкой, только следите, чтобы бульон сильно не кипел, а томился. Тогда он будет прозрачным. Примерно через полчаса с момента закипания добавляю в кастрюлю лавровый лист, черный и душистый перец горошком и соль. Продолжаю варить бульон на маленькой мощности плиты. Если вы предпочитаете на праздничный стол готовить холодец, а не заливное, у меня на канале есть отличный рецепт. Видео, где я его готовлю, вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Для заливного обязательно используется желатин. Заливаю его водой и даю ему набухнуть 10-15 минут. Воды добавляю примерно 120 мл. Бульон у меня варится уже 1,5 часа. Мясо готово. Достаю его из бульона и дам ему немного остыть, чтобы отделить от костей и нарезать. А бульон нужно обязательно процедить. Для этого я беру мелкое сито и тканевую салфетку. Можно использовать сложенную в 2-3 слоя марлю. Аккуратно процеживаю бульон. Обязательно попробуйте его на вкус, он должен быть немного солонее, чем обычно, чтобы заливное не было пресным. Желатин набух, отправляю его в процеженный горячий бульон и хорошо размешаю, чтобы он растворился. Я буду использовать для украшения перепелиные яйца. Нарезаю их кружочками. Также у меня есть замороженный горошек и кукуруза. Для ярких акцентов я взяла замороженную красную смородину. Можно использовать клюкву или зерна граната. Эти ягоды не только украсят блюдо, но и придадут заливному интересный вкус. И листья петрушки. Морковь, которая варилась в бульоне, также использую для украшения. Отрезаю часть и при помощи ножа делаю неглубокие бороздки. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Вот такая заготовка получилась. Теперь нарезаю. Цветок готов. Мясо я отделила от костей и нарежу его небольшими кусочками. Готово. Готовить заливное я буду вот в таких порционных формах, но можно использовать и одну большую. Наливаю в формочки по 2 ложки бульона, чтобы он покрыл дно, и ставлю его минут на 5-7 в холодильник. Бульон очень быстро застывает. Так как заливное для подачи я буду переворачивать из формы, то это у меня будет верх. Теперь раскладываю свои заготовки. Верхним слоем у меня будут овощи. После того, как я их разложила, покрываю их бульоном и снова ставлю застывать, чтобы они не всплывали и сохранился рисунок. Добавляю мясо.
немного бульона и раскладываю смородину, горошек и кукурузу. Доливаю немного бульона и ставлю застывать. Вот так слой за слоем вы формируете заливное. Может показаться, что на украшение уходит много времени, но пока вы делаете одну формочку, вторая уже застынет. Все готово. Убираю формочки в холодильник, чтобы все окончательно застыло. Заливное простояло в холодильнике ночь. Для того, чтобы достать его из формы, ставлю на несколько секунд в горячую воду, затем горячим, но сухим ножом прохожусь по краю и переворачиваю форму на подставку. Вот что получилось. Благодаря тому, что заливное всегда делается с добавлением желатина, оно не плывет и хорошо держит форму. Приготовить заливное проще, быстрее и дешевле, чем холодец, а результат – идеальное блюдо для любого торжества. Для заливного мне понадобилось 2 куриных крылышка, 2 ножки, 2 бедрышка, 1 морковь, 1 лук, 1 черешок сельдерея, 1 лавровый лист, соль, черный перец горошком, душистый перец горошком, 50 граммов желатина и 1,5 литра воды. Для украшения перепелиные яйца, зеленый горошек, кукуруза, красная смородина и петрушка. Вот такое яркое, красивое и вкусное блюдо получилось. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты холодных закусок смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!